Всем hello, это Юник, и сегодня я подготовил для вас эксклюзивное видео с уникальным человеком, о котором говорит весь Faceit. К вашему вниманию, NoCryz. Топ-1 игрок Faceit. Его статистика опережает статистику Донка. Сегодня он раскроет карты на все происходящее вокруг него, и мы сразимся 1 на 1. Итак, я знаю, тебя зовут Майдар, я хотел бы, чтобы ты представился. Как бы ты в представлении особо не нуждаешься, топ-1 игрок Faceit, очень перспективный, но все равно пару слов о себе. Всем привет, меня зовут Майдар, мой никнейм NoCryz, я являюсь топ-1 Faceit по Северной Америке и родился в Бурятии. Окей, очень приятно. Тогда давай сразу перейдем к первому вопросу. 10 вопросов подготовил, интересные, в принципе, такое краткое интервью. Первый вопрос: сколько ты играл в CSGO до этого и как ты начинал? Так, я не вспомню, конечно, могу приблизительно сказать, что играл по очень много часов, 8К наиграл, я думаю. В 11 лет начал, играл сначала в ММ, папнул глобала достаточно легко, и уже в школе начали называть меня читером, софтером, вот, с того момента. И дальше вот постепенно перебрался на Faceit, как постепенно, уже лет 16-15, тапнул за 150 матчей 10 левел Faceit. Повторюсь опять же, потому что до этого у меня был 10 лет опыт в КСке. Да. Это очень круто. На самом деле за 150 матчей десятку, далеко не любой апнет объективно. Окей, хорошо, тогда второй вопрос. А какая твоя идеальная команда? Вот назови состав, с кем бы ты его шпилил? Так, сразу скажу то, что я вообще ни разу не играл в профессиональный турнир по КСке. Я не знаю, на каком я уровне, но просто скажу, что хотел бы играть с Киосуки, потому что у него потенциал Моноси мне очень нравится. Он и сейчас, и всегда, был жестким челом. И самое главное, он сам как человек выглядит приятным. Да. В принципе, это вот... Основные, да? Да, два основных плеера. В остальном я не особо смотрел за другими. Донка, конечно, я думаю, это уже будет перебор, если сразу будет Донк, Моноси и Киосуки играть в одной команде. Это жестко будет. Но и если Dream Team собрать туда Донки, Киосуки, Моноси и, пятый, не знаю, Б-пора. Окей, я понял. Да, до Киосуки, конечно, он более такой удивляет своей аурой. У него есть такая своя аура. Даже вот в катках, вне катки, Да, окей, хорошо. Тогда подходящий вопрос. Да, сейчас по поводу вот этого момента. Да. Я не знаю, как я буду играть с ними. Я, возможно, буду 0.20 бегать, поэтому это просто моя мечта, в какой бы команде я хотел играть. Да, очень надеюсь увидеть тебя в профессиональных матчах, посмотреть, как ты будешь играть, я уверен, у тебя все получится. Окей, давай перейдем к следующему вопросу, подходящий из прошлого. Кто твой идол в CS2? Это, я так понимаю, это один из вышеперечисленных людей, да? Кто больше тебе всего импонирует из них? Вот скажу так, что Донк и Моноси на одном уровне, но я больше выберу в пользу Моноси. Окей. А тогда следующий вопрос. Как проходит твой день вкратце? Вот начиная, ты проснулся и заканчивая, ты доиграл там, допустим, и все. Когда я играл постоянно каждый день в фасик, я просто просыпался, шел умываться, после этого заваривал себе чай, потому что утром холодно, и бегал 10 минут из матча и просто регал Faceit и ебашил. По сути, бесконечная регистрация фасика, правильно? Да, просто, у каждого, мне кажется, чела был такой момент в жизни, когда он просто вставал каждый день. Фасик. Да, просыпаешься, играешь, ложишься спать и так по кругу. Окей, пятый вопрос. Что ты думаешь о ситуации подозрения комьюнити тебя в чатах? Я считаю, что это может быть объяснимо с их стороны. Я лично себя, понятное дело, не считаю читером, но 1000 матчей, нет никакой истории, 0 информации о челе. Я бы тоже себя считал с читером, я думаю. Да. Я вполне нормально к этому отношусь, и по будущем я хочу до конца опровержить о том, что я читер. Да, я понимаю, с какой-то стороны, я думаю, что это просто люди видят какая-то восходящая звезда, сразу топ-1 Faceit и 1000 матчей, и сразу люди хотят какой-то интриги, чтобы объяснили, как, кто, почему так быстро и так далее. Это объективно. Да. Окей, хорошо, тогда сразу же следующий вопрос, тоже исходя из предыдущего. Какая была твоя реакция по приглашению тебя в Faceit офис на проверку читов и как это было?
На самом деле, вот уже когда я был 2800 Элла, мне уже начали в Твиттере писать то, что я софтом играю, типа, мол, проверьте меня. Но никто особо внимания не обращал, ну просто какой-то рандомный 2800 чел с читами бегает. Потом, когда я уже Apple Элла и вот уже дошел до топ-10, там уже все, типа, началось. Машина, да, я понял. Полная машина, короче. Ну, типа, процентов 85 не верили то, что я чисто играю. Я понимал, что рано или поздно Faceit должно что-то как-то официально сделать заявление по этому поводу, потому что они им писали под каждым постом, что, мол, у вас там челик играет софтом. Дарвин, знаешь Faceit Дарвин? Да, конечно, да. Вот он там делает посты о том, то, что значок какой-то в профиле новый появился, там, блядь, пишет, дайте значок вот этому типа челу No Cries. И я понимал, что рано или поздно они все равно напишут мне, и я ожидал сообщения от них. Поэтому какой-то прям жесткой реакции я не увидел. Ну, у меня не было какой-то прям жесткой реакции. Ну, в принципе, это все, да, было как бы для тебя очевидно, исходя из того, что, ну, ты видел весь этот, грубо говоря, скажем, хейт, все эти вопросы, допросы, чтобы тебя проверили и так далее. Ну, и ты был готов, в принципе, тебе нечего скрывать, ну, как бы, во-первых. А во-вторых, что, ну, ты готов был к этим проверкам. В принципе, так и получилось. Ну, о самом офисе, да. Расскажи, вот как вот ты получил вот этот инвайт на проверку и как это было? В один момент я захожу в личные сообщения в Твиттере, и я вижу то, что мне пишет Дарвин, сам типа Дарвин, и вот этому я типа удивился, я такой, вау. Он мне пишет, привет, не хотел бы ты поговорить со мной в Дискорде? Я такой, конечно, я не против, я даже за. Вот мы переместились в Дискорд, и мы там созвонились и пообщались с ним по поводу всей этой ситуации, и уже позже мы договорились о том, то, что вот есть офис в Нью-Йорке, и возможно будет поиграть оттуда. Ну, просто нужно какие-то дополнительные подтверждения для этого. Окей, ну то есть в целом все прошло гладко, типа проверка была пройдена. Абсолютно дружелюбный чел, типа я не знаю, почему его мошнят. Самый прикол в том, то, что на него сваливают все проблемы Faceit, когда он только комьюнити менеджер, он то есть отвечает только за смурфинг, за бустинг, а ему там приплетают то, что он читеров не банит и тому подобное. Он вообще никакого отношения к команде античит не имеет. Да, я понимаю, дополнительная работа с ничего. Окей, хорошо, тогда следующий вопрос. Чего ты хочешь добиться в CS2? К примеру, выиграть мажор или какие-то другие цели? Мне кажется, большинство игроков, это мечта любого профессионального игрока, это выиграть мажор. Я буду очень рад, если я выиграю мажор, но, наверное, моя главная цель в CS это апнуть топ-1 ХЛТВ со своей командой. Ну, это отлично, да. Хороший ответ. Хорошо, тогда следующий вопрос, такой более мемный от комьюнити. Существует ли input lag, вот твое мнение? Базара не существует. Вот это от электричества input lag, Да. я вот это, конечно, не верю. А в то, что обычный, он, да, существует. Там я попробовал множество там сборок винды, кастомных, мышек, разъемов USB. Ну, самое главное, что я понял, это просто нужно тебе оптимизировать твою систему, и все будет окей. Интернет, я вот это не шарю, типа у меня везде вроде одинаково было. Да, очень много, сам понимаешь, людей, они скидывают свои миссы, свои нерегистрации пуль на input, на все остальное, поэтому да, это был такой из один вопросов мемных. Хорошо, предпоследний вопрос. В целом, как твои родители относятся к тому, что сейчас происходит, вот твой хайп? Как-то ты делился с ними, и они сами узнали? Вообще, я изначально поделился только с отцом. Я ему сказал то, что вот я, типа, еду в офис Faceit, там люди приехали проверить меня на читы. Он такой, в смысле приехали? Я говорю, ну, они приехали с Лондона там посмотреть, как я играю, руководство Faceit. И он такой, чего там, приехали посмотреть, как ты в компьютерную там эту фигню, блядь, играешь? С самого там другой страны я такой, ну, так получилось. И... Ну, я понимаю, это вызвало большое удивление. Да, он типа удивился, только мой отец, по сути, знал. А потом, когда уже все это вылилось наружу, когда мое лицо высветилось, тогда уже все, ну, и мама, и, ну, все родственники буквально узнали. Не только родственники, буквально все братья. Окей, хорошо. Тогда последний вопрос, больше тоже вот для комьюнити. Вот что бы ты посоветовал ребятам, которые хотят апнуть условно 4000 элла, но они получают трудности в процессе? Вот в целом, какое твое мнение, что нужно предпринимать для... Это должен быть скилл, это должно быть пати в команде, это должен играть постоянно или что-то?
Я считаю, самое главное, ты должен получать удовольствие от игры. Ты не можешь просто сидеть депрессивный, бегать 10-ю катку за день и пытаться апнуть тело. Такое типа не пройдет. Ты с минус моралью, ты далеко не уйдешь. Ты больше шанс, то, что ты сольешь эло, чем что-то хотя бы плюс 25 за день сделаешь. Просто играйте на позитиве, парни. Если вы не можете играть, идите прогуляйтесь, потом через час придите и рекните катку, вам намного легче будет играть. Да, ты прав. Моральная составляющая — это действительно один из важных элементов. То есть, как бы, как и ты играешь, так бы и твоя команда будет тебя воспринимать. Если ты в тильте сидишь, ну, естественно, как бы, да, никакой хорошей игры не получится. Хорошо, окей. Тогда из такого экстра мог бы ли ты пройти тест бенчмарк, это вот на реакцию на сайте? Ну, что-то там хреново я прошел. Ну, в этот раз, возможно... Давай. Сейчас включаю демонстрацию. Давай. Видно? Да. Human benchmark вроде, да? Да. Было 165 у Фьюриуса, да? Да. Все, тогда перемещаемся на матч 1-1 против топ-1 игрока Фейсета. Так, ну что, погнали. Пинг 110, у меня пинг 0. Поможет ли мне это? Сейчас посмотрим. Я думаю, поможет. Так, погнали. Первый Всё, раунд. поехали. Давай. Ого, тут еще есть армор. Я не ожидал. Повезло мне. Я считаю. Ой. Под спрей, да. Да. Ну, окей. Ну, как в теории, да, я тебя вижу первым, да? Не знаю. Так, сейчас подрубочку. О, нет. Прицел меняю. Давай. Все, я тут. Погнали. Ай, бля, не попал я на... Ой-ой-ой, что мне залетело. Жестко вырубаешь. О, ну это вообще, это чё? Не, ну я чувствую преимущество пинга, если честно. Нормально. Ну вот туда, тут типа я этаж не виделся. У меня 500 Гц, но у меня типа вообще 600 Гц, но из-за того, что винда 10, не могу что-то ставить. А что, принципиально не меняешь? Ну да, не знаю, на десятке мне намного лучше как-то. А у тебя фейсит работает? Да, пока еще да. Да, попробуй твой прицел взять. Давай. Знаешь ли ты этот прицел, мне интересно. Че это прицел? Ника прицел. Нет. А, ну может, кстати, и Ника. Это Но он прицел... использовал вроде. Да, но я взял его от Ивана Шурпатова, который строго. Ну вот этого я не знаю. Строго, который... Папа Веник. Да, Папа Венник, да. Так, подсобрался. Давно не играл. Так. Ну. Зарегало, нормально. Мне уже интересно, как я буду играть с пингом 100. Вот мне просто реально... Ну как? Я... Вот так, да? Ой, хорош. Залетел. Хорош. Ну давай, типа, тогда на допы выходим? Да, до 16? Ну вроде да. Давай. И 79. Ой, фух. Я думал, сейчас получу с первой просто. Сколько убил? Нет. Ну нет. GG, окей. Типа в CS2 с таким пингом невозможно играть. Я вот сейчас типа заходил в CSGO. Сегодня утром буквально со 130 пинг играл на паблике. Я бы сейчас даже со 130 пингом играл. Типа у меня вообще не чувствовался пинг. Пожалуйста, верните CSGO. Да нет, CSGO реально объективно было лучше. Так, и на этом мы заканчиваем интервью с действующим топ-1 игроком Фейсета. Пока что. Спасибо, что дал очень много полезной инфы, рассказал о себе. Приятно было пообщаться. Да, мне тоже было приятно пообщаться. Спасибо, что меня позвал. Окей, хорошо, всем спасибо. Бай-бай. Давайте, пацаны. И для самых внимательных, кто досмотрел мой видос до конца, в моем телеграм-канале происходит розыгрыш на 2 крутых ножа, поэтому переходи, подписывайся и участвуй.